Так, ну всем привет, друзья! Завершающее видео по модернизации лодочного прицепа от МЗСА Compact. Есть отдельно у меня плейлист на канале, кто не смотрел, в подсказках сейчас выскочит. Можете зайти посмотреть, что вам нужно, может быть что-то кого-то заинтересует, и сделать так же, как и я. Я не настаиваю, просто показываю, как делал я. И в сегодняшнем видео хочу показать, рассказать уже готовый вариант прицепа, что было сделано с ним за все это время, пока был запрет. Так что желаю всем приятного просмотра. Поехали! Итак, друзья, давайте начнем сначала. Пойдем от дышла к самому концу прицепа. Расскажу, что сделал. Вот, может, кто-то возьмет на заметку. Так что поехали. В общем, первым делом был куплен вот такой силиконовый чехол, защита нашего дышла, точнее, где замок, чтобы когда подцепляем прицеп, расцепляем, ну, вообще, чтобы не повредить бампер, ну, и вообще в гараже, если гараж, гаражи-то бывают небольшие, что плотничком нигде ничего не повредило. Заказывал на Озон, Валберис есть, кому интересно, найдете. Далее было куплено вот такое усиленное подкатное колесо двойное, очень удобно. Груженную лодку вручную мы спускали. Также будут открытия. Еще не выбирался в Витебской области. Ветра пока тут работа не получалась, но это не об этом. В общем, покажу, как можно вручную скатить довольно-таки добротные колеса. Вот с таким замком транспортировочным. Забрасывается и все защелкивается ручка. В общем, как-то вот так. Далее основной кабель, точнее два кабеля, которые идут на правый фонарь, на левый, были уложены в гофру. Здесь все заизолировано. И по переду, наверное, больше ничего такого интересного не расскажу. Также здесь вот стоит лебедка с завода Кнот на 450 килограмм. Был поставлен вот такой чехол, поскольку будем ехать, будет от машины все лететь, чтобы песок, грязь не попадала внутрь. Ну вот такой чехольчик защитный. Дальше, когда вот лебедка нам не надо, здесь вот такую петлю сделал, используется для подвеса. Вот, ну, для примера, вот я нашел, долго искал, как называется, вот качели подвешивают, ну или цветы многие как вот используют. В общем, потолочный подвес называется, с нержавейки. Вот так прикрепил, и вот наш трос от лебедки вот на ней держится. Переходим далее. Здесь на дышло наклеил дополнительные светоотражающие фликеры, элементы. Здесь завода Катафот как был, так и остался. Вот на этой табуретке, как его в народе называют, упор под наш киль от лодки, куда ложится нос лодки. Сделал вот таких два рым-кольца с одной и со второй стороны. Это под стяжки. Потом, как поставлю лодку, покажу, чтобы было нагляднее видно. Далее был, друзья, сделан вот такой трап из прессованного металла. Оцинковка идет. Как бы удовольствие не из дешевых, но очень классная штука. Был закреплен вот такими скобами, болты, гайки. Ну а снизу вот используются вот такие пластины, тоже оцинковка, просверленные, чтобы держался наш трап. Прессованные решетки называют. Прессованные решетки, оцинковка используется на складах, на заводах, на больших, где товар размещается. По ним даже ходят. Далее здесь на раскосах тоже установлены вот такие светоотражающие элементы. Здесь вот такая труба водопроводная для наших шлеек от тента, тоже потом как лодку наброшу, покажу. Далее номер здесь был замазан литолом, поскольку, не знаю, кто знает, нет, даже в машинах гниют ВИН-номер, здесь же на раме набит, и чтобы защитить от влаги, вот мне даже на техосмотре сказали легким слоем обработать, чтобы контакта с влагой было меньше. Также
Были установлены так декоративные колпаки. Внутри здесь, снаружи точнее, было помазано обычным моторным маслом. А снутри я задул все мовилью, балку, амортизаторы. Вот это все было обработано мовилью, все застыло, поскольку прицеп был даже новый, уже начиналась ржавчина. И как-то немножко ее остановить. Ну и так, перекрашивать сразу не будешь. Задул мовилью, там посмотрим, если что, будет ржавчина, отпескоструем и покрасим. Конечно, качество покраски ужасное. Ложементы стандартные, хотел опустить, но чтобы их опустить, чтобы еще было удобнее лодку спускать, нужно опускать крылья. Крылья не опускал, но потом в процессе эксплуатации посмотрим. Так, сзади нас встречает вот такие диодные рожки, габариты дополнительные. Вот этот катафот стоял здесь, я его перенес сюда, поставил вот такие рожки, все сделал в проводку, запустил. Сделано для того, чтобы, когда на машине едешь, ну, ориентироваться, где прицеп находится, и вечером, ночью, когда, если будем слиповаться где-то, было видно. Брал небольшие, но немножко здесь вот прошел герметиком, наращивал пластмассовые вставки, делал немножко коротковатые, можно, в принципе, брать большие. Я побоялся брать, что будет выступать, но кто будет, если делать, можете взять побольше, ничего страшного. Здесь идет номер регистрационный, поставил силиконовую такую рамку. Вместо стандартных фонарей были установлены светодиодные. Тоже все заизолировано на термоусадку клеевую. Все вот так проведено в гофру. Ну, спереду начинал. Здесь сделал вывод основной гофры. Ну, а здесь вправо и влево сделал разводку. Также там внутри сделал заглушку, профильной трубы просверлился под отверстие нашей гофры, чтобы тоже туда мусор не летел. Ну и сделал, соответственно, разводку. Здесь все на хомуты посадил. Вот. И вот так смотрится. Здесь катафоты эти были. Также были установлены дополнительно брызговики, чтобы меньше грязи летело. Также вот были установлены вот такие колеса полиуретановые, для того, чтобы можно было полностью прицеп не загонять наш воду, а даже на мелководье слиповаться. Очень удобная вещь, даже с моторами с большими. Спускал, подымал, все четко работает. Тоже будет видео, покажу подробнее. Так что даже уже есть у меня видео, в подсказках выскочит, но потом еще все равно буду дополнительно делать. Вот. Тут тоже рессоры, все вот эти дополнительно, как и говорил, замовилил. Не знаю, надо это и не надо. Тут немножко забрызгал, еще ототрем. Вот. И был сделан вот такой упор. Обычно ставить килевой ролик, но поскольку у нас колеса стоят, то не надо. Сделал вот под упор лодочного мотора такую съемную конструкцию. Пластина 12×9, 3 миллиметра желательно брать, если есть возможность, пятерку. Потом были вот приварены такие уши. Здесь рым гайки, там болты обычные снизу гайками. И здесь вот такую барашковую гайку просверлил. И дополнительно еще взял на вот такие шплинты быстросъемные, чтобы в дороге не открутилось. И все вот так работает. Ну вот сейчас, в общем, установлю, накачаю лодку, отрегулирую ложементы и покажу, как вот лодка выглядит у меня на прицепе, ну и, соответственно, с машиной. Ну вот, как-то вот так. Как бы не сказать, что тут много чего сделал, но, конечно, средств было вложено, но это как бы приятное вложение, поскольку вот это все, что было сделано, это как бы, друзья, ну, в принципе, нужно для того, чтобы с комфортом отдыхать на воде. Так, в общем, друзья, вот так уже будет выглядеть моя лодка при транспортировке. Тент так накинул сверху, чтобы просто показать, как можно тут его использовать в двух, как бы так, назначениях. Я брал его увеличенный, но просто потом докупил еще чехол себе дополнительно. В общем, можно делать его, заказывал удлиненный, вот так возить шапкой, так. Но тогда здесь такие вот щели, и может залетать
песок. Ну, в общем, завихрение-то идет. Вот. Поэтому, наверное, буду все-таки возить вот так. Тут все упаковывать, а здесь будет чехол, так. И просто брал почему вот так с такой шапочкой, чтобы когда на озере ночуем, накинул, и мотор будет накрыт, и лодка будет тоже. Вот. Тут, получается, шлейками она будет за ложементы. Ну а здесь вот эти трубки я вырезал, будут ну, полностью крепиться, утягиваться, если на дальней поездке. Где-нибудь рядышком буду ездить без тента, как бы он мне, в принципе, и не надо. Вот. Просто полностью не натянул, потому что мотор стоит и, ну, неудобно снимать, в общем, одному. Здесь сделал рымкольца, которые стояли вот здесь на табуретке. Практически возле самого носа была стяжка. Не стягивал лодку, поставил вот сюда, немножко сместил ближе к центру, к лодке. Вот. Ну и сейчас покажу, давайте, что в лодке. В общем, в лодке у меня, получается, здесь будет установлен бак. Ну, посмотрим, может быть, сзади сделал сетку, чтобы когда бак не буду вынимать при транспортировке, чтобы он по лодке не ерзал. Там у меня спиннинг-держатели, такой органайзер под блесна, под всю дребедень. В общем, здесь держатели ходолота. Здесь вот немножко неровно стоит, но тут уже сейчас буду тоже доделывать. Заказал такую сумку с карманами. Один большой карман, второй маленький. Ну, видео в рыбалках, когда буду снимать. Кому интересно, подписывайтесь, смотрите. Здесь такую мягкую сидушку. Ну и здесь тоже у меня там огнетушители, аптечки и ну, всякая ерунда, веревки, якоря. Ну и тут место еще под сумку как бы будет. Вот. В общем, длина лодки 3,40. Вот. Ну, брал я ее изначально, чтобы возил в машине. Конечно, можно было и сразу 3,60 взять, но как на лафете уже можно сразу брать. В принципе, в одного, ну и вдвоем катались, хватает. Ну, конечно, хочется уже побольше. Вот так выглядит. Так что все остальное буду в процессе рыбалок показывать, рассказывать, если какие нюансы будут. Так что подписывайтесь на канал, кому интересно. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну а вам, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви и до новых встреч. Пока.